Бежать или дать отпор? Какой вариант предпочтителен, когда речь идет о нападении с ножом? Согласно рейтингу Генеральной прокуратуры России 2020 года, в 50 из 80 регионов наблюдался рост преступности. И хотя сама цифра относительно невелика, всего 1,2%, однако в масштабах страны это число пугает. Тем более, что по оценкам экспертов, существенная доля таких преступлений совершается с использованием холодного оружия. Ну что, назрела очередная актуальная тема? Приветствую, друзья! На связи Ньюсолдат. Как и обещал, сегодня рассказываю о том, как защититься от ножа. Это обширная тема, так что и ролик получился немаленький. Если досмотрите его до конца, не поленитесь отметиться в комментариях. Расскажите, были ли у вас какие-то озарения или новые идеи на этот счет. Готовы узнать то, что однажды может спасти вам жизнь? Тогда поехали! Многие ошибочно предполагают, что злоумышленники готовы идти до конца ради совершения преступления. Но это не так. Они хотят жить. А хорошо жить они хотят еще больше. В смысле, оказаться на скамье подсудимых и тем более умирать не входит в их планы. Их главная задача – это получить материальную выгоду и иметь возможность воспользоваться ею на свободе. А потому, перед тем, как нарушить закон, представители криминала тщательно рассматривают различные варианты развития событий. Они ищут наиболее безопасные места для совершения преступления и возможности отхода. Любые изменения их сценария, будь то лишние свидетели, звуки сирен и так далее, могут остановить злоумышленников. Исключением являются ситуации, когда преступник находится в эмоционально возбужденном состоянии или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако же рекомендации, о которых мы расскажем далее, применимы к обеим категориям злоумышленников. Итак, для начала вам нужно допустить, что вы в принципе можете оказаться в критической ситуации. Люди, которые считают себя неприкасаемыми, чаще всего оказываются жертвами и частью печальной статистики. Друзья, а какие мысли витают у вас в голове по данному поводу? Поделитесь ими в комментариях под видео. Мы же пойдем дальше. Ну а далее несколько секретов. Секрет первый. Чаще всего в городских условиях нападение с ножом производится коротким клинком на расстоянии дистанции руки до жертвы. А это значит, что на расстоянии больше от злоумышленника вы находитесь в безопасности, и у вас достаточно времени для реагирования. Секрет второй. Преступники не умеют летать по воздуху, а значит, им придется подходить к своей жертве на удобное расстояние. Вывод. Им можно и нужно помешать приблизиться к себе. Не стойте на месте, не превращайтесь в стоячую мишень. В бою выносят ноги. И в прямом – бегство, и в переносном смысле – в виде смещений и перемещений вокруг противника, если все-таки решили драться. Не облегчайте противнику совершить свой замысел. Еще и еще раз обратим ваше внимание, друзья, на аспект дистанции при работе против ножа. Она отличается от дистанции безоружного рукопашного боя. Запомните, в противодействии противнику, вооруженному ножом, дистанция измеряется до ножа, а не до тела нападающего. Вот эти 10-15 сантиметров, которые выступают из кулака, играют очень большую роль и дают значительную фору против пустой руки. Это нужно учитывать в первую очередь, и по этой же причине дистанция до нападающего должна сразу же увеличиться в момент появления ножа. Соответственно, дальнейшая наша задача – эту дистанцию безопасности сохранять и по возможности увеличивать. Секрет третий. Нужно научиться заранее видеть подозрительные субъекты, но при этом не превратиться в параноика. Просто раз и навсегда запомните, что мы живем в такое время и в таком мире, когда нужно постоянно наблюдать, что происходит вокруг нас, везде. Причем делать это нужно достаточно спокойно, но оперативно анализируя информацию, которую мы получаем. В любой момент рядом с нами может произойти все, что угодно, начиная от падения пресловутого кирпича на голову и заканчивая террористическим актом. Поэтому лишняя бдительность никому не помешает. Мы постоянно должны понимать для себя, где нам безопасно, а где нет. Где для нас возможна угроза, а где мы можем просто расслабиться. Приведем несколько примеров. Идем по улице, а впереди компания. Видно, что нетрезвые. Видно, что очень активно общаются. Поведение в чем-то, возможно, неадекватное. В общем, признаки опасности налицо. И мы принимаем для себя решение свернуть чуть в другом направлении, обойти по возможности, переждать, пока сами уйдут. Если идти все-таки нужно и контакт неизбежен, то вынимаем руки из карманов, переводим ребенка либо супругу на другую сторону от себя. Другой очень важный момент – внимание ко всем мелочам, когда конфликт все же состоялся, но физического контакта либо нет, либо он минимален.
То есть, как такового нападения еще нет, но ситуация уже накаляется. Идет словесная перепалка или попытка наезда, звучат требования, которые для нас неприемлемы, и мы чувствуем, что ситуация может перейти в сторону силового конфликта. В этот самый момент разговора на повышенных тонах мы должны очень внимательно наблюдать за действиями потенциального агрессора, если он один, или агрессивной группы. Когда противник один, ситуация с наблюдением немного облегчается. Необходимо внимательно следить за действиями оппонента, за движениями его рук. Например, стоит человек, говорит что-то, а его правая рука раз и потянулась куда-то назад, за пояс, под куртку. И мы понимаем, что вот сейчас возможно извлечение ножа или какого-то другого предмета. Человек сделал шаг вперед, держа одну руку где-то на уровне пояса согнутой. Его рукав направлен на нас, но кисти мы не видим, она спрятана в рукаве. Это тоже сигнал, возможно, у него в рукаве спрятаны нож или заточка. То есть мы всегда априори считаем, что нападающий обязательно вооружен. Любое его движение, даже самое незаметное, должно вызывать подозрение и стать сигналом к активным действиям по защите. Кстати, у специалистов существует даже такое понятие – свойства мишени. Их много. К примеру, одно из свойств мишени – неестественное положение в пространстве и времени. А какие бы вы выделили свойства, друзья? Что наиболее ярко бросается в глаза в момент предстоящей опасности, как вы думаете? Своими мыслями по данному поводу делитесь в комментариях под видео. Мы же пойдем дальше. Секрет четвертый. Еще один из параметров движения субъекта в точку спряжения. Обращайте внимание на траекторию движения людей. Если подозрительный субъект из предыдущего пункта начинает движение в вашу сторону, ищите решение, как разорвать дистанцию. Обращайте внимание на форму и хват ножа, это важно. Как видим, свойства мишени позволяют увидеть то, что вы до этого не видели, а следовательно, у вас есть время для реагирования. Если вы не видите всего того, что предшествует атаке и, собственно, атакующего, никакие рекомендации вам не помогут. Скорее всего, это не ваш день, и вы отправитесь к праотцам, бывает и такое. Секрет пятый. Переключитесь на лингвистику. Загрузите мышление нападающего. В момент размышления он не способен к действиям. Это ваше время для активных действий. Говорите ему фразы типа «подумай», «ты меня с кем-то путаешь», «я не тот, кто тебе нужен, подумай», «а оно тебе надо?», «зачем ты взял в руки нож?» И все в этом ключе. Много ли у вас времени? Секунда-две, но и этого, поверьте, для данного случая много. Секрет шестой. Смотрите по сторонам. В большинстве случаев вы найдете какой-нибудь банк, ресторан или любое охраняемое общественное заведение. Это может значительно усложнить задачу преступнику. Вы всегда можете зайти в подобные заведения и тем самым изменить сценарий преступника. Но не надейтесь, что за вас вступятся работники. Разве что тайное станет очевидным, что может изменить сценарий. Можно забаррикадироваться, надеяться на тревожную кнопку заведения. Все это усложняет задачу атакующему, где-то может и сработать, но все равно возьмите за правило надеяться только на себя. Секрет седьмой. Находясь в подъезде жилого дома, при виде подозрительного незнакомца, обратитесь вслух к виртуальному другу, коллеге, сослуживцу, который должен зайти в подъезд, но почему-то замешкался. О том, что ваш друг виртуальный, знаете только вы. Лишние люди и возможные свидетели преступникам не нужны. Меняйте их сценарий. Тот же принцип можно использовать на улице. При встрече со злоумышленником переведите взгляд за его спину, словно там вдалеке есть кто-то из ваших друзей. Окрики «Не дайте ему уйти», «Он здесь», «Бегите сюда все» заставят преступников изменить планы. Почему? Они не хотят оказаться на скамье подсудимых и тем более не хотят умирать. Секрет восьмой. Если вы все-таки упустили из виду предыдущие рекомендации, доставайте газовый пистолет. Во-первых, эти средства самозащиты доступны и не запрещены законом. А во-вторых, длина струи от 1 до 3 метров обеспечивает безопасную дистанцию. Секрет девятый. Как насчет трости? С одной стороны, это атрибут джентльмена, а с другой стороны, крепкая палка в ваших руках. Трость в разы длиннее и тяжелее ножа, а это значит, что в ваших руках неоспоримое преимущество. Осталось только разобраться, как работать тростью. Самым простым и эффективным является нанесение ударов тростью по ногам. Даже в случае нанесения повреждений средней тяжести своему оппоненту вы не превысите предела необходимой обороны. Кстати, было бы неплохо прояснить для себя нюансы о необходимой обороне, превышении необходимой обороны и крайней необходимости. Секрет 10. Полицейский свисток. Неожиданное использование такого простого инструмента может посеять страх и вызвать панику даже у бывалых преступников. Секрет 11.
Баллон с дихлофосом, купленный заранее в хозяйственном магазине, или женский лак для волос, также можно превратить в эффективное средство самообороны. Отравление через дыхательные пути и ослепление резко остановят любые намерения преступника. Секрет 12. Превращение рюкзака в условный бронежилет. Достаточно перевесить рюкзак с вещами и книгами со спины на грудь, и вы получите достаточно эффективное средство защиты от внезапной фронтальной атаки ножом в темных переулках. Намотанная штора, скатерть или верх одежды на одну руку, стул в руках, как щит – отличное усиление. Бутылки, посуда, ремень, булыжник подойдут как метательное и бьющее средство. В общем, подход к каждому предмету должен быть многофункциональный, вариативный и креативный. Секрет 13. И еще одно достаточно эффективное средство – это соль с перцем, песок. В кармане пиджака много места не занимает, а дезориентирует и ослепляет очень хорошо. И самое главное в этом вопросе – не будьте невеждами. Изучайте проблематику защиты от ножа до возникновения ситуации. Другого времени у вас не будет. Предупрежден, вооружен. Секрет 14. Барьер. Нужно постараться отгородиться от противника любыми средствами, которые помешают до вас добраться. Заходите за деревья, за детские горки, лавочки и так далее. Бросайте перед собой пакеты с мусором, стулья и так далее. Секрет 15. Защита. Когда вы понимаете, что вам не избежать удара ножом, постарайтесь защитить жизненно важные места. Поднимите руки кистями к лбу, выставив руки вперед локтями. Старайтесь защитить шею и область сердца. Можно присесть на ягодицы и прижать колени к груди. Как защищаться от нападения с ножом, если нападающих несколько? Такую ситуацию можно назвать практически безвыходной, без специальной подготовки. Если это происходит на улице, уже будет проще. Открытое пространство – ваш друг. Обязательно старайтесь отходить от оппонентов и периферическим зрением внимательно следите, чтобы вас не взяли в круг. Если есть попытки сделать это, делайте пару быстрых шагов назад. Держите всех у себя на виду и ждите момента для побега. Попав в окружение, беде не миновать. В данной ситуации обороняться бесполезно, лучше отдать то, что они требуют. Либо молниеносно от них убежать, при условии, что вы бегаете достаточно хорошо. Поступите таким образом, не теряйте самообладание, выберите самого маленького и щуплого из нападающих и при первой же возможности кидайтесь на него, сбивая с ног, и опять бежать и только бежать без оглядки. Поверьте, жизнь, она дороже любых побрякушек, имеющихся у вас, и сами не лезьте на рожон. Не следует ходить в темноте по закоулкам, лучше сделайте крюк по освещенной людной местности, берегите себя. Теперь вы знаете о том, как защититься от нападающего с ножом почти все. Напишите под видео, была ли полезна эта информация, о чем еще вы хотели бы узнать. Ставьте лайк, если видео понравилось, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы вы узнавали обо всем первыми. Мы собираем всю самую актуальную информацию. На этом прощаюсь с вами. Оставайтесь на связи и до скорого!